Добрый день, наши зрители. Мы продолжаем наши обзоры, наши встречи инопланетного гостя и робота и обсуждение рынка криптовалют и, в частности, торговли на фьючерсах с плечом. Как мы это делаем, как мы находим сделки, как мы анализируем, почему выбираем такие точки входа, мы говорим на наших таких встречах. Кто первый раз нас смотрит, пересмотрите, подпишитесь, поставьте колокольчик, дабы не пропускать и посмотреть с теми интересными результатами, которые у нас получаются за время нашего эксперимента. Но то ли еще будет, у нас очень интересные планы, поэтому подписывайтесь, как я сказал, ставьте колокольчик. Ну, а наш инопланетный гость расскажет, почему то, что мы делаем, не финансовая рекомендация. Тебе слово, друг. Да, наш эксперимент мы стартанули 17 апреля, уже 42-й день идет, и делаем грандиозные результаты с помощью разработок нашего любимого робота. Поделюсь чуть попозже, но так как это наш эксперимент, так как это все наработки мы осуществляли самостоятельно, то это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Это то, как делаем мы, как у нас получается и как мы вам показываем. Ну и сразу перейдем к сегодняшнему дню. Да, хочется отметить, что сегодня 29 мая 2025 года. Мы делаем все в реальном времени. Единственное, что не показываем вам торговлю в воскресенье, не делаем тоже обзор по рынку, потому что в воскресенье отдыхаем. Ну и вот, если посмотреть на экран, то за последний день, то есть за сегодня сделано было, значит, в общей сумме $2, то есть опять перевыполнил план. Вот это вот были хорошие сделки такие, существенные, хотя вот здесь вот тоже можно было бы сидеть и ждать вот до этих возможностей. Но рынок опять начал тут показывать неопределенность, и поэтому я перезашел вот опять вот здесь, да, то есть здесь я сгенерировал 9%, 91 цент, а тут сгенерировал 65 центов и 0,20 вот на этой сделке тоже. Все шортил, значит, провел я сегодня 6 сделок, и вот результат получился вот такой. Отлично, отлично. Ну, опять я с тобой согласен, что можно было просидеть в этой сделке от начала до конца. Возможно, получился бы немножко меньше результат, но это было бы меньше потрачено средств на комиссию за вход и выход из сделки, в общем-то, ну и меньше движения, внимания. Но каждый торгует, как ему нравится. Я, например, тоже немножко иногда выхожу рано из сделки, и вовремя я выхожу только когда оставляю сделку на ночь, как это было вчера. 2 сделки я оставил на ночь, они обе закрылись. Утром рано я открыл еще 2. В обратную сторону, как ты справедливо заметил, сегодня была шортовая ситуация. И в моменте, да, действительно, в районе 13 по Москве была такая неопределенность, что просто было совершенно непонятно, как и куда пойдет цена. Но потом 4 часа все прояснилось, и до сих пор вот у нас неопределенность остается, но, тем не менее, как-то хотя бы слегка какое-то движение было. Ну, а поделиться тем, что я вижу в моменте. Посмотрим, что происходит на рынке. Я подозреваю, что все происходит так же примерно, как и на остальных монетах. И из того, что прорисовано у нас ранее, есть восходящий тренд, который у меня, я, наверное, даже просто уберу элементы рисования. Здесь, как вы только что видели, буду учиться рисовать зеленым лучом, как меня научил инопланетный гость. У нас есть, ну, скажем так, обновляющиеся снизу постоянно лои, и с какого-то момента не обновляющиеся хаи, то есть верхние точки. И вот здесь у нас получился такой, ну, скажем так, опора. Мы не опускаемся ниже этой зоны, хотя каждая вершина потихонечку снижается и снижается. В общем-то, удержит нас нижнее это сопротивление, мы пойдем вверх, вот отсюда. Не удержит, мы пойдем вниз, вот сюда. И как определить, куда мы пойдем? С одной стороны, мы, если взять вот это накопление и поделить пополам, внизу свинг-зоны рисуем накопление, которое, по идее, должно сделать вот так и расторговаться вниз. Но очень часто бывает это обман, вполне может быть маленький ложный выход, возврат, подтверждение и выход выше. Все это зависеть будет от наличия продавцов, покупателей,
И вот если взять вчерашний вечер, почему я говорю, что ночью закрылись у меня сделки, азиатская сессия была богата на покупателей, они с удовольствием загнали цену выше, но как только пришел рассвет, все сразу стало на свои места, и цену немножко пролили, и, в общем-то, целый день ее гнали вниз. Поэтому определенно я бы попробовал, поскольку у нас тренд восходящий, вот за эту линию поставить стоп и попробовать отторговать в лонг. Ну, это мое видение на 4-часовом таймфрейме. Я думаю, что дневка показывает то же самое. Да, на дневном таймфрейме, но я уже порисую здесь, в моменте. У нас точно так же, вот у меня прорисован восходящий тренд зеленый. И так как я говорил, у нас вот эти вот вершины, каждый раз, каждая следующая ниже предыдущей. Но есть вот такая поддержка, которая у меня здесь проведена тонкой синей линией. И ее я буду считать таким ключевым уровнем, пробив который мы и подтвердив его снизу, мы пойдем чуть ниже, наверное, вот до этой зеленой линии. А здесь мы видим базу, которая нас держит, и ее вершина держит все вот это накопление, которое выше. Но я думаю, что у тебя точно такие же заметки, и ты мыслишь ровно так же. Ну, а если перейти на младшие таймфреймы, то здесь мы видим накопление, и сегодня очень интересно, как я уже сказал, в районе 4 часов, с часу, наверное, до 4 я наблюдал. Очень интересно было вот это вот накопление, даже оно началось раньше, но я наблюдал его более предметно, и насколько узкий диапазон, насколько цена ходила очень узко и не могла никак определиться вверх и пойти или вниз. И вот потом, как я уже сказал, в 16 часов мы выбрали направление. Здесь устояла та поддержка, о которой мы только что говорили. Сходили вверх, еще раз вниз. Направление так и не выбрали, но диапазон стал немножко шире и стало повеселее. Ну, ты же знаешь, можно воспользоваться волшебным индикатором, посмотреть на старшем таймфрейме направление и потом торговать по этому направлению, руководствуясь тем, что показывает наш индикатор. Соответственно, всегда мы рассматриваем традиционно биткоин, поскольку по-прежнему доминация продолжает оставаться сильной. Я считаю, 63,6 – это сильная доминация, но мы дождались, что называется. У нас даже отработал вот этот рисунок из прошлого, который можете посмотреть наши прошлые видео, откуда он взялся, где мы взяли этот рисунок. По нему видно, что у нас ожидается снижение. Так это или нет, мы посмотрим опять же, как будет. Ну а на сегодняшний день я вижу, убрав элементы рисования, и для всех, наверное, это тоже видно, что у нас есть восходящий такой тренд. Если взять от нижней точки к верхней, можно провести. Каждое следующее вот это вот накопление, оно не опускается ниже предыдущего. То есть у нас вот так, сейчас вот так. Есть небольшое затухание, есть вот здесь вот нисходящая структура, но вот здесь у нас четкая линия поддержки. По-моему, 105,5 она у меня проведена. И точно так же, как я уже говорил про линк, мы можем сделать вот так. Здесь у нас есть имбаланс. Мы как-то говорили об имбалансах. Ну, посмотрите наши прошлые видео, либо задайте нам вопросы в комментариях, и мы сделаем отдельный эфир, что такое имбалансы, или же любые другие термины, о которых мы говорим. Возможно, мы здесь снова сходим вверх, потом еще раз, и потом продолжим эту историю. Как будет, так будет. Все будет зависеть от средств массовой информации, желания заработать тех, кто управляет этими рынками. Ну, а мы будем включаться, смотреть в моменте и, в общем-то, пытаться заработать и делиться с вами нашими результатами. Отлично, спасибо большое. Еще раз тоже хочется подчеркнуть, что если вы не будете задавать вопросы, то мы, соответственно, не сможем вам помочь. Если кто-то хочет тоже узнать про волшебный индикатор, тоже просим написать нам и поддержать наш канал. То, что мы делаем, во-первых, в первую очередь для себя, ну и, конечно же, хотелось бы помочь вам. Ну, а вообще, встретимся тогда завтра, посмотрим, что нарисует нам график. Ну, а в любом случае мы продолжаем торговать и зарабатывать.